Zombie Apocalypse. Всем привет, с вами это Неок. Сегодня у нас очередная музыкальная реакция на канале. Как и обещал, Muse, Won't Stand Down. Новый релиз группы. Абсолютно новый сингл. Я думаю, Muse не нуждается в представлении. Как по мне, личное мое мнение, опять же. Вот Muse, да, вот их 3 альбома подряд. Absolutions, Black Holes and Revelations и Resistance. Это пик, как по мне, вот таких классических, легендарных вот групп, которые, можно так сказать, начали с 60-х, Beatles и Rolling Stones, да, вот из легенд абсолютных, и заканчивая вот Мьюзом, именно вот этими 3 альбомами в начале десятых годов, вот, как по мне, этап какой-то в рок-музыке закончился. Дальше начался уже новый этап. Хороший он или плохой, покажет время. Но эти ребята, это легенды. Это легенды с большой, с огромнейшей буквы. Поэтому должен вызвать ажиотаж новый их релиз, новый их сингл. Как мы уже видим, да, я уже спустя сколько? Спустя 2 дня делаю реакцию. 1,7 миллионов просмотров. Почему мало? А и у меня есть объяснение. У меня есть объяснение, почему всего. Должно было быть 17 хотя бы за 2 дня. Но, как говорится, сейчас эра ТикТока. Так что на этом, мне кажется, все аргументы высказаны мои по поводу... Я уже понял, почему так мало просмотров у многих, не только, как говорится, рок-групп, но и других людей, так сказать, другого типа контента, не только рок-музыка. Эра ТикТока, как говорится, берет свое. Но, как говорится, не будем о грустном, будем о Мьюзе. Won't Stand Down, еще раз давайте приступать, смотреть, слушать. 3, 2, 1. Опять же, первое мое впечатление, первое прослушивание. Поехали. Еще раз секундочку, давайте как по старинке. Исполняет Мьюз, поет Мэтт Беллами. Поехали. Это кринжово уже выглядит. Уже выглядит кринжово немножко. Conceding like someone trampled on me. You strung me along, I thought I was strong, but you were just gaslighting me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I refuse to take it. Won't stand down, I'm growing stronger. Won't stand down, I'm old no longer. Won't stand down, you've used me for too long. No Легендарно сразу легендарно.
опять же, начало песни очень необычное. Очень для Мьюза необычное. Мэтт обычно в большинстве своих треков, да, поет таким высоким голосом, фальцетом. Но здесь начало такое мощное, низкое, как будто металкор составляющая добавлена, да, в эту песню. Прям очень-очень сильная. Прям потом уже классический, сильный, крутой, мощный припев от Мьюза, вот когда он уже поет Won't Stand Down в припеве, это супер сильно. Это уже классика ихняя. Но вот это вот начало, вот эта вот раскачка очень сильная и необычная. И опять же, отмечаем, что сколько лет уже этой группе, да? С середины 90-х, если не ошибаюсь, 94-го года. Группа существует, скоро 30 лет будет. Ребята пробуют что-то новое, меняются, и вот именно здесь прям супер получилось. Прям супер получилось. Никто не ожидал, мне кажется, вот прям такого серьезного части металкора в Мьюзе. Обычно как-то слышится и выглядит как это альтернатива какая-нибудь, да? Но здесь прям вообще супер сильно. И супер необычно. Можно сколько раз приставку супер использовать, но мне кажется, она здесь уместна. Вот мне кажется, здесь уместно именно так. Едем дальше. I'm playing you at your own game. I'm cutting you out. A shadow of doubt is gonna hang over your name. I've opened my eyes. I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Now I'm coming back. A counterattack. A psychological war. I'm cutting you in. I'm under your skin. Now I'm gonna settle the score. I've opened my eyes. I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. И вот он, припев сейчас идет. Какой же легендарный этот товарищ Беллами вокалист. Просто гений. Настолько вот этот у него накал, особенно в припеве здесь в песне, и в конце эта высокая нота, просто гений. Гениальное исполнение. Выше всяких похвал. Поехали. What? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это мисклик. Я рот раскрыл, аж мискликнул не в ту сторону. Что это было? А можно еще раз? Секундочку. Чего это было? Секунду. Hello? Anybody home? Hello? Hello? Что вообще произошло? Как такое могло вообще произойти? Ну, это прям вообще тогда. Снимаю, как говорится, шляпу. Все. Снял. Снял. На пол упало. У меня слов нет после этого.
Если это... Все, я все, слов нету, понял. Это что вообще в конце было? Откуда эти скримы, гроули практически? Что это было в конце? Это просто феноменально. Откуда они это взяли вообще? Разве это Мэтт вот эту вот сейчас вторую пел? Разве это он? Народ, напишите в комментариях, если это он, это все, это, конечно. Я тут в предыдущей своей реакции Рони Радке отдавал миллион комплиментов. Но если это Мэтт был, вот, вот в этой вот, в конце, в этой части, да, если это был он, то как бы, да. Да, это было супер сильно и неожиданно. Настолько неожиданно, что просто выбило меня из колеи полностью. Ёлки-палки. Я еще такого от Мьюза не слышал. И я думаю, много кто из этого не слышал, но так замиксовать это все, это просто... То есть металкор плюс классику ихнюю, да, выдать потом офигительный по накалу и по динамике тоже припев с этим высокой в последней нотой. Ну, крутота просто. Должен этот хит набирать десятки, а то и сотни миллионов просмотров. Это супер хит, как по мне. Это супер клип, клип, еще раз, супер хит, супер песня. Как угодно называется. Фух, красавчики. Вот такая вот реакция. Прям супер в конце неожиданно. И... Ну, удивили прям. Настолько удивили, насколько вообще возможно. Вот такая реакция. Еще раз говорю, подписывайтесь на канал, социальные и социальные сети. Ссылочки все внизу. YouTube, Twitch, Instagram, Telegram. Все анонсы в Телеграме, когда выкладываю новое видео, когда выхожу онлайн на стриме. Дальше у нас по плану что? Скорее всего будет Battle Beast мы сделали, Muse мы сделали. Дальше у нас Five Finger Death Punch, скорее всего, вот этот новый их музыкальное видео. Я думаю, тоже его гляну, реакцию запишу. И плюс хотелось бы Флор Янсен плюс Handproof на одну из песен ихних. То, что они перепели из старого ревампа первой группы Флор. Тоже хотелось бы послушать, сделать реакцию, посмотреть. Вот такие вот планы. Дальше насчет игр, то, как обычно, уже все говорил. Готовимся, ждем Elden Ring, пока проходим Lords of the Fallen, потом Darksiders 3, потом трилогия DS, если все это успеем. Параллельно, конечно, тоже играя там во всякие разные истории, там Taken, где что, где герои, может быть, будут, где Taken, где Лига Легенд, то есть пока так. Вот такой вот у нас план, говорится, на незримое будущее, на несколько, я думаю, недель, а то и месяцев. Поэтому вот так вот. Подписывайтесь еще раз. Все ссылочки внизу. Лайки, дизлайки, комментарии. На все отвечу по-русски, по-английски, по-украински. На все комментарии попробую ответить.
Как обычно, от себя желаю хорошего настроения, добра, здоровья, любви. Берегите себя и увидимся до скорого, до следующего раза. С вами был Это Не Ок Гейминг. Пока.